Всем привет! Продолжаю решать задачи на питоне. Сейчас буду решать задачу матчи. Достаточно сложная задача. В первой строке содержится число n, количество команд. И в следующих строках содержатся числа. Это цвета. Цвета домашней формы, первое число, и цвета выездной формы, второе число. Надо вывести число, количество матчей, в которых домашняя команда выступит в выездной форме. Так, ну для начала считаем данные. Количество команд. Целое число. Так. Надо создать массив цвета для хранения вот этих данных. Так, и сначала его заполним нулями. Вот такой двухмерный массив заполнили нулями. Так, теперь надо заполнить его введенными числами. Для каждой строки из стандартного потока ввода. Так, столбец сначала 0, потом для каждого слова в этой строке, очищенного от пробелов, соответственно, заполняем нашу матрицу цветов. Образуем это слово к целому типу. Так, ну увеличиваем столбец и строку. Так, сейчас проверим, распечатаем, правильно ли считали. Так, первый запуск. Так, 1, 2, 2, 4, 3, 4. Ну, правильно. Так. Теперь нужно перебрать все матчи. Это n умножить на n-1. Для перебора надо подключить одну библиотеку. Подключим библиотеку для работы с комбинаторикой. IterTools называется. Мы будем генерировать матчи. В этой библиотеке есть метод combinations. Так, ему надо передавать диапазон из n чисел и количество сочетаний 2. Так, сейчас распечатаем. Посмотрим. Так, вот этот пример. Так, ну вот все сочетания матчей. Единственный нюанс, нам надо получить 6 матчей в данном случае. Мы просто при анализе будем менять местами первую и вторую команду и получим таким образом нужное количество 6. Так. Теперь нужно пробежаться по всем матчам
в нашей коллекции. Так, и надо создать переменную количество матчей, в которых домашняя команда выставит в выездной форме. Создадим переменную. Так. Guest uniform. Так, изначально она 0. Так, определяем переменную host team. То есть это команда, которая домашняя. Так, и команда, которая приезжает. Так. Ну и сейчас нужно сравнить цвета. Если цвет команды, которая host team. Так. Равен цвету команды, которая приехала, то тогда количество вот это увеличиваем на единицу. Так. И сейчас нужно поменять местами команды. То есть host team равно от единицы и guest team равно матч от 0. Так, поменяли, и опять нужно выполнить эту проверку. То есть мы все 6 вариантов, для данного примера разобрали. И необходимо распечатать это значение. То есть количество матчей, в которых домашняя команда выступает в выездной форме. Проверяем. Первый тест. 1. Почему 1? Да, правильно, 1. Так, второй тест. 5. Правильно. И третий тест. 0. Все правильно. Так, отправляем на проверку. Так, полное решение, значит, решили правильно. Вот такая была задача. На комбинаторику, сочетание и полный перебор. Спасибо, что смотрели данное видео. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк. До скорого.